А что, если ваша собака всю жизнь ждала, что вы сделаете одну конкретную вещь? И что, если вы делали прямо противоположное, каждый день, не осознавая этого? Не потому, что вы плохой владелец, не потому, что вы не любите свою собаку, а просто потому, что никто никогда вам этого не объяснил. В этом видео 6 вещей, которых ваша собака ждет от вас всю свою жизнь. Некоторые из них настолько просты, что когда вы их услышите, ваша первая реакция будет «не может быть, что это все». Но именно это все. Оставайтесь до 4-го пункта, потому что именно он ударяет сильнее всего. И большинство людей, которые его слышат, говорят одно и то же. Я не знал, что делаю это неправильно. Привет! Это «Школа собак». Канал, где мы разбираем то, что действительно происходит в голове и сердце вашей собаки. Подпишитесь, чтобы не пропустить следующие видео. Пункт 1. Перестаньте встречать собаку в ту же секунду, как входите домой. Я знаю, это звучит почти жестоко. Ваша собака крутится у двери, хвост вращается как пропеллер, она в диком восторге, и вы должны ее просто игнорировать? Подождите секунду и дослушайте. Ответ — да, но только на 60 секунд. И вот почему. Когда вы входите домой и немедленно отвечаете на это возбуждение, вы не укрепляете связь. Вы укрепляете состояние эмоциональной дисрегуляции. Вы учите собаку, что самый захватывающий и самый вознаграждаемый момент всего дня — это момент пикового возбуждения у двери. У собак есть то, что специалисты называют порогом возбуждения. Это граница между спокойным вниманием и реактивностью. Когда вы поднимаете эту границу несколько раз в день, во время приветствий, кормления, игры, вы поднимаете базовый уровень нервной системы собаки все выше и выше. Вы превращаете ваши приходы и уходы в большое событие, и это создает очень тревожную собаку. Собака с постоянно повышенным базовым уровнем — это собака, которая не может успокоиться, которая не может сосредоточиться, которая буквально не знает, что делать с собой. Вот что нужно делать вместо этого. Вы входите, ставите вещи, тихо двигаетесь по дому. Ваша собака знает, что вы там, вам не нужно делать вид, что ее нет. Но не вступайте в контакт, пока она не успокоится, пока ее лапы не будут на полу. 10 секунд спокойствия, 20 секунд, 30. Это планка. Потому что в тот момент, когда вы начинаете вознаграждать это спокойное поведение, а не возбуждение, что-то меняется. Ваша собака учится, что лучшая версия бытия рядом с вами происходит, когда она расслаблена. А спокойные, заземленные собаки, они соединяются глубже, учатся быстрее и доверяют полнее. Пункт 2. Читайте то, что говорит ваша собака, прежде чем действовать. За годы наблюдений за собаками и их владельцами я могу сказать вам следующее. Самая распространенная ошибка — это не ошибка дрессировки. Это почти всегда ошибка коммуникации. Большинство владельцев говорят со своей собакой, но очень немногие по-настоящему слушают ее. Собаки общаются через тело постоянно, буквально постоянно. Положение ушей, напряжение в плечах, то, как их вес смещается вперед или назад, скорость и высота виляния хвоста. Все это означает совершенно разные вещи. Когда вы не читаете сигналы своей собаки, вы пропускаете моменты, когда она пытается вам что-то сказать, пытается сообщить, что ей некомфортно. Вы толкаете ее во взаимодействия, которых она не просила. И каждый раз, когда это происходит, ваша собака учится, что ее коммуникация ничего не значит, что она не доходит до человека, которому она больше всего любит и доверяет. Специалисты называют это выученной беспомощностью. И это главный путь к тревожности и реактивности. К тому, что владельцы описывают как «собака укусила ниоткуда». Но перед этим было 20 сигналов. Их просто не видели. Вот упражнение.
В течение одной полной недели, прежде чем делать что-либо со своей собакой, перед тем, как погладить ее, позвать, подойти к ней, сделайте паузу на 3 секунды. Посмотрите на нее. Что делают ее уши? Есть ли напряжение вокруг глаз? Она нервничает? Она наклоняется вперед или отстраняется? Эта 3-секундная пауза научит вас о вашей собаке больше, чем любая книга по дрессировке. Потому что вы, наконец, начнете делать то, что делают хорошие владельцы с первого дня. Пункт 3. Дайте ей пространство, которое принадлежит только ей. Ваша собака когда-нибудь забиралась под кровать, втискивалась за диван или прижималась в угол комнаты, когда все вокруг становилось громким или хаотичным? И вы вытаскивали ее оттуда, думая, что что-то не так? Большинство владельцев делают именно это. Они воспринимают это как проблему, которую нужно исправить. Но в этот момент ваша собака не просила о помощи. Она просила ровно об одном. И вы это у нее забрали. Собаки произошли от животных, которые использовали логово для выживания. Не иногда, каждый день. Логово не было роскошью для дикого зверя. Это была разница между ощущением безопасности и ощущением незащищенности. Этот инстинкт не исчез, когда ваша собака начала спать на вашем диване. Он все еще там, работает в фоновом режиме каждый раз, когда она чувствует себя перегруженной. Исследования, опубликованные в журнале Applied Animal Behavior Science, показали, что собаки, которым предоставлено последовательное и закрытое пространство для отдыха, демонстрируют более низкий уровень кортизола, гормона, непосредственно связанного с хроническим стрессом, по сравнению с собаками без такого пространства. Это не предпочтение комфорта, это биологическая потребность. Посмотрите вокруг своего дома. Есть ли у вашей собаки место, которое по-настоящему принадлежит только ей? Ящик с открытой дверью, лежанка в тихом углу, одеяло под столом, которое пахнет ею. Это все, что нужно. И когда у собаки есть такое пространство, место, которое последовательно только ее, что-то меняется. Она перестает исчезать в стенах вашего дома. Она начинает выбирать присутствие. Потому что присутствие требует безопасности, а безопасность требует места, которое можно назвать своим. Пункт 4. Позвольте ей говорить «нет». Это тот самый пункт. Ваша собака имеет словарь, настоящий. Не слова, язык тела, позу, движение, микросигналы, которые задокументированы и последовательны и значимы. И в этом словаре у нее есть четкий способ сказать «не сейчас». «Я не хочу этого. Пожалуйста, остановитесь». Голова, отвернутая в сторону, облизывание губ, легкий наклон назад, зевок в неожиданный момент, тело, которое застывает вместо того, чтобы расслабиться. Это не случайные реакции. Это предложение. И большинство владельцев не просто пропускают их, они активно их игнорируют. Ребенок хочет обнять собаку. Тело собаки передает «нет, пожалуйста». А владелец говорит «давай, он любит это». Процедура груминга, где собака подает каждый сигнал дискомфорта. А владелец продолжает, потому что нужно сделать. Незнакомец тянется к голове собаки. А владелец говорит «извините, она просто стеснительная» и не вмешивается. Каждый раз, когда это происходит, ваша собака учится чему-то. Ее коммуникация не работает. Сигналы, которые она посылает, не дают результата. И со временем собака, которая поняла, что ее сигналы не работают, перестает посылать их явно. Исследование из Бристольского университета показало, собаки, имеющие больше автономии в физических взаимодействиях со своими владельцами,
демонстрировали меньше признаков тревожности и формировали более прочные добровольные связи. Меньше контроля с вашей стороны, больше доверия с их стороны. Вот чего ваша собака ждет всю свою жизнь. Не чтобы вы были совершенны, не чтобы вы были дипломированными специалистами, чтобы вы слушали, когда она говорит, чтобы вы слышали «нет» и уважали его. Потому что собака, которая доверяет, что ее «нет» будет услышано, не нуждается в эскалации, не нуждается в рычании, укусах или полном закрытии. Она может сообщить тихо, в самом мягком раннем сигнале и знать, что это дойдет. Это не собака, которой управляют. Это собака, которая чувствует себя достаточно безопасно, чтобы говорить вам правду. Пункт 5. Дайте ей договорить. Ваша собака подходит к вам, когда вы тихо сидите. Приближается. Нюхает вашу руку, прижимает нос к вашей руке или лицу. Она собирает информацию, проверяет вашу химию, проводит тихую оценку того, как вы себя чувствуете. И большинство владельцев в этот момент немедленно тянутся и начинают ее гладить. Это кажется естественной реакцией, это кажется связью. Но с точки зрения вашей собаки вы только что прервали предложение, которое она произносила. Собаки оценивают людей, с которыми они связаны, через запах и физическую близость способом, который гораздо более детален, чем большинство владельцев осознает. Химия вашего тела говорит им вещи, которые ваше лицо никогда не смогло бы. Испытываете ли вы стресс? Больны ли вы? Эмоционально дисрегулированы? Или все в порядке? Эта проверка намеренна. Она целенаправлена. Эта ваша собака делает что-то по-настоящему важное для нее. Попробуйте кое-что другое. В следующий раз, когда ваша собака подойдет и инициирует такой тихий чек-ин, держите руки неподвижно. Дайте ей закончить. Позвольте ей взять столько времени, сколько ей нужно. И только после того, как она завершит то, что пришла сделать, тогда отвечайте. Разница в том, что вы почувствуете от собаки в эти моменты, поразительно. Потому что вы, наконец, позволили ей завершить то, зачем она пришла. И собака, которой разрешают заканчивать свои предложения, в конце концов начинает говорить их больше. Пункт 6. Будьте одним и тем же человеком каждый день. Не идеальным, одним и тем же. Вашей собаке не нужно, чтобы вы были бесконечно терпеливы. Ей не нужно, чтобы вы никогда не имели плохого дня, всегда были доступны или обеспечивали постоянную стимуляцию. Что ей нужно — это возможность предсказать вас. Исследования стресса собак и поведения владельцев последовательно показывают, что непредсказуемость в основном владельцы — не жестокость, не пренебрежение, а простая непоследовательность является одним из самых сильных предикторов хронической тревожности у домашних собак. Владелец, который теплый один день и рассеянный на следующий, который с энтузиазмом играет в выходные и игнорирует собаку в течение недели, который устанавливает правила, меняющиеся в зависимости от его настроения. Для собаки эта непредсказуемость изматывает, потому что она не может составить карту вас. А если она не может составить карту вас, она не может расслабиться рядом с вами. Не полностью. Не так, чтобы быть собакой, которой она пытается быть. Та версия вашей собаки, которую вы больше всего хотите видеть, расслабленную, присутствующую, открытую, доверяющую, может существовать только тогда, когда ее нервная система решила, что безопасно опустить охрану. И охрана опускается только тогда, когда человек, за которым наблюдают, стал достаточно предсказуемым, чтобы ему доверять. Кормите ее примерно в одно и то же время. Гуляйте с ней с одним и тем же терпением. Реагируйте на ее сигналы с одним и тем же вниманием, независимо от того, как прошел ваш день. Ваша собака всю жизнь ждала той версии вас, которая всегда является той версией, которая вы есть. Не лучшей версией, просто надежной.
Если вы смотрели это видео и думали «это я делаю именно так», это осознание, которое вы чувствуете, это не вина, это понимание. Большинство владельцев годами ждут, пока их собака даст им больше. Больше близости, больше спокойствия, больше связи. Но связь — это не то, чего ждут. Это то, что строится. Один момент за раз, с терпением и присутствием. Ваша собака не просит совершенства. Она просит вас, настоящего вас. Того, кто садится на пол и ждет, и разговаривает, и замедляется. Того, кто слышит «нет» и уважает его. Того, кто предсказуем, последователен и присутствует. Она просила об этом всю свою жизнь. Подпишитесь на «Школа собак» и напишите в комментариях, какой из этих 6 пунктов вы изменили первым.